Всем привет! Вы на канале Blockchain Valley. Сегодня я для вас подготовил обзор на 5 монет, которые в ближайшее время покажут рост. Пока ставь лайк, подписывайся и поехали. Первая монета на нашем обзоре — это Curve Finance. Чем она интересна? Тем, что это DeFi сегмент. После того, как Uniswap потянул за собой весь сегмент DeFi, нам необходимо искать отстающие проекты в DeFi. Одним из них является Curve Finance. По графику мы видим хорошие зоны, да, которые выступят сопротивлением, а в будущем поддержка. Это в диапазоне 0,80-0,90 центов. Со средней 0,85, это в среднем 25-30% мы сможем с этой сделки заработать. Еще раз напоминаю, я говорю про краткосрочные сделки на споте. Это не фьючерс, это спот. Можете использовать для фьючерсов, но вы всегда несете риски только сами. В общем, первая краткосрочная цель у нас будет 0,85. Вторая цель после пробития, это можно рассчитывать на $-$1.25, $1.30. В этом диапазоне можно уже фиксировать основную часть монет. Переведя стоп, да, после пробития на 0.85, может чуть ниже, чтобы уже точно часть позиции здесь зафиксировать и часть дождаться выше. Так, я говорю про сделки в диапазоне до месяца, я не говорю вам за 2, 3, 5 месяцев или топ там 5 перспективных монет, да, там, не знаю, диапазоном на весь год. Если вам такое будет интересно, напишите в комментариях, я с удовольствием посмотрю, поищу, поразбираю и покажу вам прям перспективное, фундаментально, да, в первую очередь с фундаментальной точки, с второй стороны с технической точки. Поэтому пишите в комментариях, задавайте, может, свои какие-то, вы хотите, чтобы монеты я посмотрел, тоже с удовольствием посмотрю, без проблем. С Curve Finance мы разобрались. Диапазон, первая фиксация 0.85, если с текущих набирать. Вторая в районе доллара, да, там $1.20 можно искать потихоньку полностью, где уже выходить. Также сразу перейду к второму сегменту DeFi, это 1 линч. Тут график неимоверный, да, здесь огромное количество дней накопления. Сколько у нас диапазон по датам в районе, да, там 625, пусть будет 28 дней. И на пробой этого диапазона жаришка будет неимоверная, я думаю, да, если дальше сегмент рынка DeFi полетит вверх. С текущих примерно 200-250% можно забирать, около $2 и выше. Я не говорю вам, да, про АТХ, я вам говорю вот про зону, где, в принципе, наверное, будет сопротивление, где он уже застрянет и какое-то время будет дальше уже в боковике ходить, набираться позиции, уже скидываться, фиксация, перераспределение пойдет уже позиций. Тоже очень-очень хорошая монета, я вам ее советовал бы набрать. Ну, это даже чуть-чуть, да, это в районе, мне кажется, месяца. Здесь надо подождать выхода. И после выхода, да, я думаю, будет очень хороший рост. Ну и в принципе сейчас, если брать, можно и даже до выхода поиграться к 0.70, 0.71, посмотреть за реакцией рынка, если что, там зафиксироваться и потом перезайти на закрепление. Два у нас есть, да. Давайте перейдем к третьей. Орн. Это, я думаю, больше будет про максимально спекулятивные возможности. Так как сейчас много, да, закуплено, я так понимаю, рекламы по телеграммам, по разным инфлюенсерам. В общем, Орн делает ребрендинг на Lumium. Они хотят повторить мув с Uniswap про перераспределение прибыли, да, в самой их сети DeFi-овской. И поэтому здесь может быть очень хороший, сильный прорыв, да, как в тот момент, когда монета будет мигрировать в Lumium. Поэтому здесь тоже выделил такие цели. Но это краткосрочнее. Это, мне кажется, тут должно месяц, неделю-две, максимум 3. Если нет, то, наверное, не стоит больше ждать. И там надо будет уже смотреть, что по какой цене или выходить. С убытками или с какой-то прибылью.
В общем, здесь можно получить хорошие свечки вверх. Сначала, да, там к 3-4 долларам, потом спокойно к 7-8 долларам. Это беспроблемно. Тут есть запас хода, тут почти 660 дней у нас уже накопление идет. График очень хороший, плюс инфоповод есть, и плюс фундаментально, в принципе, да, они могут перейти, сделать все красиво, но, опять же, чуть-чуть смущает то, что это прям шилится по пабликам в Телеграме. Не очень хороший это признак, потому что, скорее всего, много людей наберут позиции, да, и будут ждать момента выйти, поэтому нам тоже надо всегда фиксироваться частями будет. Но для краткосрочной спекуляции для нас это возможность, поэтому даже если мы пройдемся до 3,5-3,8 долларов, короче, 3-4 долларов, мы уже заработаем там 70-100%. Это прекрасный результат на краткосрочной позиции. В одну монету не влетайте всем депом, я думаю, вы это понимаете. Кто нет, то повторю вам. В одну монету всем депом не влетайте, раскидайте депозит на несколько хотя бы монет. Не надо залететь фулл в одну монету, и она не будет стрелять, это закон подлости. Будут стрелять все другие, но не она. Да, в общем, ладно. Тут мы разобрались. Перейду сейчас к Аваксу. Это фундаментальный лоер 1, тоже с хорошим графиком, где можно, в принципе, поиграться, зайти сейчас до 0.50, немножко там, да, 20-30 сколько-то процентов проехать, взять, но я думаю, это прям очень краткосрочно будет, потому что цена вот сейчас будет сопротивляться. И на выходе, конечно, мы можем получить хороший уже рост к 75, потому что у нас за эфиром битком, да, потом за битком, вернее, эфиром, а потом уже начинают лоер 1 проекты очень сильно отстреливать. Хороший мы можем получить с вами результат, залетя, в принципе, и после пробоя, но и сейчас до 0.50, если что, потом стоп в БУ выставить. Ну, Авакс, я думаю, все знают, это все понятно. И, естественно, он тоже, видите, Solana, вот, по сути, он будет идти за графиком Solana. Solana улетела, и Авакс тоже будет за ним лететь. Тем более на Авакс сейчас много приложений билдится, много разных проектов. В общем, рекомендацион номер 4 это Авакс. Пятая монета, это тоже спекулятивно. Мы в VWay, кто не участвует в сейлах. Сейчас есть хорошая возможность затариться чисто для спекуляции. Сейчас у нас цена чуть-чуть подросла. А теперь у нас надо тоже, можно сказать, консолидироваться. Но это все равно это не теханализ. Теханализ это все такое. Я не прям гуру спецтеханализа, я вам больше говорю, да, про моменты, где можно на рынке залететь и забрать какую-то прибыль. Опять же, почему, вот сейчас я объясню, на VWay мы можем забрать прибыль, а теханализ нам просто помогает понять, где мы можем выйти, где мы можем частями зафикситься или где мы можем перезайти. На Випаде сейчас будет сезон IDO, это написал глава Випада. Скорее всего, ну не скорее всего, это должно быть в этом месяце, вот в марте уже. Я не знаю, когда это начнется, но сезон IDO, думаю, это штучек 4-5 нам точно за месяц выдадут, а у Випада такой прикол, ему нет VWay, что когда проходят сейлы, то она растет, очень хорошо растет, но потом сейлы прекращаются, и она падает вниз опять, ну или стоит на месте. И вот сейчас, если 5 IDO, то начнется просто хороший, очень сильный рост монеты, раз за разом, потом после одного IDO, да, второе, больше людей узнают, зайдет люди. Если вы вообще еще не торгуете на Випад, то я вам рекомендую, я вам оставлю ссылку. Регистрируйтесь. Сейчас там небольшая сумма пороговая для входа в участие IDO. Попробовать вообще пощупать, как это, что там делать. Поэтому рекомендую вам заходить на Випад. И также самое зайти сейчас в спекулятивную сделку по VWay. Я очертил, да, 95% роста, но это максимально, если быть максималистами. В реале, в принципе, нас могут выпустить где-то вот в этой зоне. Давайте горизонтальной линией поставлю. В принципе, здесь такая вот зона, где тоже может подзастрять. Где-то на 0.14, может 0.13 поставить. Вот так вот смотрите, где-то, да, вот 0.13. Мы сможем выскочить, если не хотите участвовать в сейлах, а чисто как спекулятивно, или и участвуйте в сейлах, как я, и еще и спекулятивно хотите заработать 50%. Я думаю, это будет за этот месяц, и 50% за месяц, я думаю, естественно, никто не откажется. Так, да, я без подписки на TradingView, потому что я теханализом особо в последнее время не пользуюсь вообще.
Я же говорю, я могу посмотреть просто зону, где мне выйти с монеты. И у меня сейчас фокус на IDO и ICO больше. Это CoinList и сам VPAT. И для этого мне теханализ не нужен. А с рынка подбирать монеты только для того, чтобы выйти. Мне, в принципе, хватает бесплатных функций, но поехали дальше. Это у нас монета номер 5, которую я рекомендую. В общем, задавайте вопросы, если вас интересуют более длительные сроки, да, там что купить на полгода или что купить до конца года, то пишите, будем смотреть, будем общаться. Всем спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до скорых встреч.